Итак, ребят, я вас всех приветствую. Отпишитесь, пожалуйста, по поводу качества звука и видео. Добрый вечер, все хорошо. Это отлично, что все хорошо. Сейчас я немного подготовлюсь за кадром. Итак, ребятушки, я вас всех поздравляю с сегодняшним праздником. Он у нас крайне замечательный. Я надеюсь, у всех прошла сегодня ритуалика. Все побывали там, где хотели. И хорошо проделали то, что задумали. Итак, смотрите, сегодня у меня из оракула теней карты, которые будут нам сегодня помогать. Не знаю, насколько это ритуал, аль нет. В общем, карта Мабона, карта Великого Духа, Черная Луна, карма и полнолуние. Почему именно так, сейчас объясню. Суть вообще сегодняшнего расклада. Я, используя энергии праздники Мабона, буду возвращаться в прошлое. Для кого будет актуально вернуться в дату, которая для вас что-то значит, милости прошу. Я возвращаюсь на 20 июня этого года на праздник Троицы. Ребят, напишите мне, пожалуйста, с трансляцией все окей или нет. Ок, все, я перезагрузилась просто потому, что там что-то подвисло. Суть расклада на сегодня и энергии всем ясны? С помощью этих карт что я хочу проделать? Как я, так и вы можете обратиться к самому Абсолюту и попросить воздаяния по справедливости каждому, кто влиял на вашу психику и на ваше волеизъявление. Итак, будет у нас сегодня несколько вариантов. Вот то, что сегодня я раскрою, то будет и отправлено нашим недоброжелателям. Если будете зажигать свечи во время просмотра, только вам в плюс. Так. Будет 3 варианта, никакого деления на 3, 4, 5, 2D. Просто 3 варианта. И будем посмотреть, что же вам творили. Как я повторюсь, чтобы вы понимали, что я вообще тут затеяла. Я буду возвращаться на Троицу этого года. Почему? Потому что именно в этот день мои недоброжелатели кое-что сделали.
к этому дню и к Лите. И я дождалась правильного времени и правильных энергий. Давайте скажем это так, назовем. Сейчас по одной карте сигнификации, и потом буду уже раскрывать полностью. И вот то, что сейчас мы увидим, вы можете в любой другой день вернуться. Любая дата, где вы понимаете, что у вас жизнь поделилась на до и после, и где вас обидели не по справедливости. Вообще несправедливости не существует в этом мире, да? Но закон равновесия обязаны соблюдать все. Абсолютно все, без исключения. Дам вам несколько секунд, чтобы вы определились, кому что нравится. Итак, ребят, будем смотреть. Это я пока отодвину. Давайте посмотрим первый вариант, что здесь делали вам. Сейчас я это все буду уточнять. Так, как? Давайте все-таки так я оставлю. У кого-то забирали удачу, стабильность, ваши планы на будущее, ваши надежды и вашу возможность держать верх над другими людьми. То есть выходить победителем из какой-то ситуации. Здесь какой-то мечевой красавец, то есть король мечей. Для кого актуально озвучивать буду, да? Фигурные карты. Здесь король мечевой захотел энергообмена с вами. То есть чем-то обменяться, чем я уже вам озвучила. Соответственно, забрать ваше, а вам отдать, видимо, то, что у него там застой мог быть. В тех же делах люди могли не слышать, не слушать его, стабильности никакой. Плюс, девочки, плюс, хочу я вам все-таки это озвучить по стандартному значению. Здесь человек мог перекладывать пьянство. По последним вообще энергиям я, в общем, знаете, как... Климакс мозга случился, вот этот осенний синдром Альбриз, да, психологический, переклад пьянства. То есть я не знаю, что это там за состояние у человека должно быть, что он не, как бы, ну, неконтролируемо, да, пьет, что ему нужно это с себя снять. Это означает, что уже степень алкоголика. Переклад вот этих вот моментов на вас. Да, смотрите, я уточнила еще после шестерки пентаклей, здесь королева жезлов идет. Понимаете, здесь обмен, подмена судьбы могла быть тоже. Здесь могли быть также вызовы, привороты. Чтоб вы первая или первый объявились к своему этому вызывающему, да? А он чтобы не действовал при этом. Кому-то сделано было на болезни, чтобы вы болели. Могли перекладывать болезни на вас свои. А там уже спектр полнейший может быть, поэтому...
Человек неоднократно обращался и заказывал вас у других людей. Помимо этого, здесь мог вставлять палки в колеса, что касаемо каких-то государственных структур. И плюс еще проклинал очень часто. Все это из-за жадности. Давайте хочу уточнить, а что он хотел, да? Чему завидовал? Из-за чего он жадничал? Что у вас? А, у вас предки духи вашего рода есть. Вот в чем зависть. Жадность на вашу связь с предками духами вашего рода. Здесь могли перекрывать вам защиты родовые, либо перекрывать полностью связь с потоком, да, через предков рода, либо же вообще перекидывать их возможности на себя, то есть чтобы вам не доставалось это. И здесь с помощью определенных договоров человек пытался поработить родовую систему и перетащить к себе во служение. Ну, теперь понятно, почему запил. Видать, не потянул бедолага. Вот эти мастерки, они иногда не предполагают, какая родовая сила может стоять за родом определенным. Ваши договора с родом разрушал. Ваша интуиция могла притупиться, ну и тому подобное. Ритуалы, чтобы не так работали. Вот это все будем ему сейчас отправлять обратно. Ребят, ну реально, ну понимаете, и эта колода еще подтверждает. Смотрите, здесь знаете, в чем ваша стабильность и удача, и ваша сила? В вашем роду, в ваших корнях. Понимаете? Здесь человек не хотел, чтобы с вами... Так, сейчас слово такое... Короче, чтобы у вас не было коммуникации с людьми, чтобы вас не слышали, чтобы вас изначально воспринимали в штыки. Понимаете? Здесь распространение лжи о вас. Хотели это перекрыть и забрать. Вот так, по первому варианту, это будет вам возвращено. Ой. Что здесь сказать? Я вот эти карты все буду убирать. Почему? Объясню потом. Буду оставлять только вот эти три. Я потом в конце хочу посмотреть также на 3 варианта. Что помимо того, что мы увидели, пойдет ребяткам. Тем более мы не забываем, сегодня праздник, в любом случае мы еще потом посмотрим, что они там делали и что в итоге у них получилось. Итак, всем добрый вечер. Второй вариант, ребята. Здесь сажали в болото. Здесь по второму варианту. Клевета, крадники, ссоры, скандалы, резкое выяснение отношений. Но с какой целью? С целью, чтобы у вас что-то отобрать. А знаете, что именно? Вы отлично даете обраты недоброжелателям. И вот эту вашу способность, силу, энергию пытались умерить, потому что, видимо, там хорошо отхватывали. Здесь
знаете, на каком плане вот карта падения врагов? Вы элементарно на бытовом уровне можете просто человека словами вдвинуть, понимаете? Он парировать не в состоянии. Ему просто нечем крыть. Не знаю ввиду чего. Возможно, вы умнее, начитаннее, либо еще что-то. Ну и заканчивая, соответственно, хорошими такими магическими, да, работами. Так, я же сказала, здесь крадники. 7 мечей у нас вышла. На перекрестках работали. Ваши работы на перекрестках обнуляли и вашу фортуну обнуляли. Но тут еще такой момент по второму варианту, ребят. За этим всем смотрит сам высший абсолют. То есть человек пришел на перекресток сделать что-то вам, его встречают не демоны, не там Люцифер или там, как хотите называйте, да, смотря кто с кем работает, по 15-му. Там даже не эти выходят, там выходит куда более сильная энергия сотворения этого всего и смотрит. То есть, грубо говоря, этот человек немножечко, ну я не знаю как. Вот представьте, что вы, с чем вам сравнить, да, представьте, что вы, допустим, стоите в очереди за хлебом, разворачиваетесь или, допустим, подходите к кассе, смотрите, а хлеб продает, ну я не знаю кто, ну президент страны. Ну, то есть вы бы удивились, по меньшей мере. Вот примерно такая ситуация с вашим недоброжелателем. И здесь, знаете, такой момент, вот вы работаете на перекрестках, у вас классно получается крадники снимать, чистить. И мне идет информация, что не только с себя. Вам помогают высшие. Причем вашего недоброжелателя предупреждали. Но тут все без толку. Тут человек меряется, у кого длиннее, у вас или у него. И тут не важно, кто это, мужчина или женщина. Так, сейчас будем смотреть, что ему отправлено будет. Ну вот то, что у вас пытался забрать, но я вам хочу сказать, что ему уже поднавесили неплохо. Проклятие на ваше благополучие, ребята. Вот это делалось на тех же перекрестках. И тоже договора заключались. Слушайте, у нас сегодня просто джекпот. По второму варианту тоже идет человек просил помощи предков духов рода, а на ваших подселов кидал, ну, то есть на вас подкидывал, чтобы те мешали вам связаться и более прочную связь устанавливать с родовой системой. Ты смотри какие, все резко вспомнили о предках рода. С 12-го года слабо было подумать об этом. Так, вот так вот по второму варианту, ребят. Вот то благополучие, которое у вас забирали, каким бы оно ни было, оно вам будет возвращено, а этим ребятам вот все, что делалось вам, то и будет отдано. Полное отзеркаливание их деяний. А, подождите, второй вариант. Слушайте, тут все так хорошо, что я уже, знаете, сложилась. Сейчас, секунду. Сейчас я верну вот эти карты, которые были. Я ж с третьей колоды, с Хаштаро не разложила. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер всем, кто в студии. И вот, ребята, пояснение вам. Здесь полюбятине может быть.
человек из прошлого, который влиял на ваши отношения с кем-то. То есть уводили, забирали жену, мужчину из семьи. Ой, мужчину, женщину, да, жена, муж, там, у кого как. Либо же здесь также могут проходить люди, которые хотели вас поссорить с вашим лучшим другом. Бывают такие друзья, которые, знаете, роднее, чем семья. Ну, жизнь у каждого разная. Так вот, вот то, что было сделано, тоже уходит обратно. Здесь, да, перекрывали помощь предков вам. Тут подселы были. И я вам серьезно говорю, здесь люди, которые завидовали вашему уму и вашему сознанию, потому что интуитивно они понимали, что они не дотягивают. Вот так-то. И они такие, а почему бы нам тут не поработать? Мол, что ты такая умная, да? Мы на фоне тебя тут дурами себя чувствуем. Вот такого плана. Что-то мне идет фраза девочки. Значит, девочки. Итак, переходим к третьему варианту. Опа. Опа-па. Третий вариант. Я сейчас в замешательстве. Почему? Потому что этот вариант вообще выбивается из энергии того, с чего я начала сегодня вообще эфир. Давайте так, выжимаем из пальца. Здесь пытались забрать, ну как забрать, снести ваши защиты через ритуалику. О как. Но здесь кое-что другое. Сейчас я буду смотреть дальше. Здесь вы под покровительством высшего суда. И защиты у вас аховские. У вас очень много покровителей. Да знаете как, вот вы стоите один в поле, мне прям картинкой показывают, сейчас буду описывать. Прям на какой-то фильм похоже, но я не знаю какой. Вот вы стоите один в поле. Стоите там, цветочки нюхаете, собираете, делаете свои дела. Тут приходит ваш недоброжелатель и начинает на вас накидывать, соответственно, там, да, темные энергии, деструктивные программы и тому подобное. Раз, отлетело, там намек понял, два, там, три. И тут он решил идти в ва-банк. И вот он подсылает в вашу сторону, допустим, там несколько этих созданий. И пока вы там эти цветочки нюхаете да собираете, в вашу сторону летит вот эта орда нечисти. И вот она даже не долетая до вас останавливается. Знаете почему? Потому что за вашей спиной вот это поле огромное, и на нем вот все это поле укрыто предками духами рода. То есть, если на вас послали 100 человек, сзади вас стало 10 тысяч. Понимаете? И это не только мир мертвых. И здесь, если и отправлено, то уже это совершено у недоброжелателя по высшему суду. Третий вариант. Отпишитесь мне, пожалуйста, что здесь, потому что здесь вообще вот поток, он отдельно отрезан от первых двух вариантов.
Ваши недоброжелатели не предполагают той мощи, которая за вами встает. Понимаете? Не предполагает. Сейчас я вам объясню пример. Хотя даже не знаю как. Как. Не хочется, понимаете, мне озвучивать эти моменты. Почему? Потому что в этом есть некая разгадка к вашей силе. Короче, смысл я объяснила. Я думаю, кто в теме и выбрал третий вариант, вы этого не чувствовать не можете. То есть, если кто-то выбрал третий вариант и сидит такой, ой, да-да-да-да-да, это про меня, а по факту, ну, можете для себя приукрашать, вот, не ваше. Возможно, это ваши перспективы, и вам к этому нужно стремиться. То есть, пожалуйста, ребят, не занимаемся самообманом, да? Так, смотрим дальше, что здесь. И карта высшего суда. Представляете, из двух колод 2 карты высшего суда. Здесь у высших сил свои планы на ваше воплощение, на вашу душу, если хотите, и на вашу жизнь. И срать они хотели на всех тех, кто там хотит вам что-то предъявить. Вот честное слово, вот мне только так идет. То есть, кто с мечом придет, от меча и погибнет. Причем я повторюсь, здесь ваших недоброжелателей предупреждают изо всех сил. Вот реально. Здесь прям вот третий вариант, ребята, мои вам поздравления. Здесь не про одного вашего недоброжелателя. Здесь кто-то либо повысил свои вибрации до такой степени на данный момент, либо у вас это давно, это не важно. За вами стоят легионы, понимаете, легионы. Вы выгодны высшим силам. Чем знаете хорошо. Я сейчас смотреть не буду, потому что это сейчас вспомню слово. Это таинство. Я не хочу это раскрывать. Сами понимаете, могут разные смотреть люди. Если не знаете, значит скоро узнаете. Придет время, может лет через 20. Значит вот тогда и узнаете. Здесь кто-то обратился с ритуаликой на вас, к пророку. Типа к знающему человеку. Что-то обсуждали, обмусоливали вас. Что этот пророк? У этого пророка, знаете как, заказ взять да взял мастер, давайте я так скажу. Заказ он этот взял, но помимо этого, просмотрев вас, он такой, вах, а не скоммуниздите ли мне вот это и вот это, ни хера себе тут не пойми, чего, вот такие вот вещи, непорядок. Мол, надо это, ну, себе в карман положить. И вот это была последняя секунда, когда у него еще хоть что-то там было нормально в жизни. Во-первых, ваши иллюзии будут распадаться. Я не знаю, какого плана. Возможно, вы кого-то жалеете, либо в кого-то еще верите, кто вас предает. Либо же здесь может проходить, знаете что? Вы себе напланировали одно, как у вас должна идти жизнь. Но я повторюсь, у вас такая ситуация, когда планы высших сил
на вас более глобальный, чем вы можете себе представить. И коль вы уже пошли в магию, хотя даже не в этом смысл, коль вы пошли на повышение своих вибраций, вы должны это, открыться этому в любом случае. Здесь по поводу ваших планов будут еще, знаете, такие корректировки. Давайте я так скажу. Просто будьте открыты всему новому. Произойдет не так, как вы себе напланировали. Подождите, в итоге вас еще к более лучшим результатам, понимаете, вывезут. Только дайте время высшим силам. Всегда вы получите подсказки от них. И смотрите. Здесь я вам хочу сказать так. Как только какой-то человек собирается на вас, просто подумал о том, что и начал строить планы, что он идет в нападение, тут же собираются его предки духи рода. И некоторые из них, кое-какие есть там определенные души, вызываются к более высшим инстанциям. И те им говорят: Диндон, либо ты предупреждаешь, либо потом мы будем в мясорубку стирать. Те возвращаются и такие: тук-тук-тук, а ну-ка думай, думай, думай. Или же не думай. Если у таких практиков, мастеров, да, как они там себя по-разному называют, вообще отсутствует логика и много зависти, алчности, корысти, да, вот этих вот низменных порывов. К ним нереально достучаться, вот высшие силы сразу же, знаете, как на учет ставят. И вот такие люди вас видят вот таким аленьким, беленьким цветочком одного в поле. Понимаете? И в этом заключается самый интересный капкан. Потому что вот так вот вылавливают вот эту недоброкачественное выполнение своих обязанностей перед воплощением своим, перед своей задачей, перед высшими энергиями и закон равновесия, то есть среди практиков и мастеров. Каждый из них, кто захочет забрать ваше, я им не завидую. По меньшей мере. Считайте, это уже не практик. И каждый из таких, понимаете, видит вас по-своему. То есть каждому вот такому красавцу, красавице покажут вас с такой стороны, где у него у самого слабости и червоточина есть. Вот такие товарищи никогда не увидят вас такими, какие вы есть на самом деле. Вас вообще редко мало кто может увидеть. Там, если у вас с определенным человеком души из одной звездной семьи, как пример, понимаете? Тогда да. Тогда вот реально да. Все остальные со всеми их сплетнями могут и дальше вот, понимаете, их здесь вплоть до того, что родовая ветка вот таких людей просто уничтожается. Все зависит от того, что вам делали. Такие вот практики, знаете, что начинают делать? Бить по защитам. Я же говорю, что, они доподлинно не знают и, не все, понимаете, я не знаю, как это правильно донести. Давайте скажем так, есть практики и темные, и светлые. Среди них, среди темных и светлых, есть кто по кодексу, кто без кодекса работает. Так вот, те, которые по кодексу, неважно, темные, светлые, либо сочетающие в себе, они никогда не будут сипаться на защиты, на родовую связь другого человека.
как я всегда говорила, потому что такие люди прекрасно знают, что у каждого свой трон. В это многим трудно поверить в нынешнее время. Но, поверьте, такие люди есть. И у них действительно сила есть. И большинство таких людей, они незаметны, неприметны. Но выполняют колоссальную работу. Как для людей, для человечества, для этой планеты, для себя, для своего рода и так далее. Да, ребята, здесь через всякие нелицеприятные, давайте скажем так, моменты, ритуалы и тому подобное, колыхали вашу защиту. Вот понимаете, здесь могло запаять человека, а я же такой практик, я же такой красавец, я же тут решала, а не получается пробить. И ты бы, дебил, задумался. Может, не надо этого делать. Но нет, понимаете, это не про них, это вы что? Я не знаю, вот эти вот фишки с разрушением защит других людей. Ребят, вот верите, лично на моем опыте. Когда надо, эти защиты вот так слетают. В 1 секунду. И не надо ничего делать специально отдельного для этого. Если это идет по кодексу, по законам Вселенной, там сами все порешают. Так что колыхали, ну пусть колыхают. Их проблемы. Я не знаю, как назвать таких людей, честно вам скажу, потому что алчность, жадность, это понятное дело, но если, ну, вот просто снять вот эти вот, да, как бы правильнее сказать, некую иллюзию, которая связана с миром материальным нашим, да, с Мидгардом. Вот отодвинуть эмоции, жадность, хочу, не хочу, я... И, в общем, вы поняли, о чем я. И просто абстрагироваться, то по голому итогу получается, что душа такого вот человека, по 3-му варианту, практика, да, нападающего, официально заявляет во Вселенную: мне срано на свой род, я хочу уничтожения. Как максимум. По минимуму этот человек заявляет Вселенной: я хочу пройти уроки. И, соответственно, он начнет их проходить вашими путями, либо теми путями, которые ему донесут, что он сделал неверно. Колоссальную энергию тратят на это, колоссальную. Бесятся, психуют, понимаете, нервничают, скидывают просто. Ну, скажу вам честно, мне бы было лень. Ну, реально лень таким заниматься. Итак, снова у нас 3 варианта. Фу, я не знаю, что по 3-му варианту будет идти, который я посмотрела недоброжелателям, что им будет возвращаться. Там не просто уже вернулась, там вообще не об этом смысл варианта 3-го. Понимаете, давайте я скажу так. Некоторые практики думают, что если они сотрудничают, допустим, ну давайте, допустим, я не знаю, какое там
ну не знаю, елки-палки, как бы так сказать. Короче, давайте, сотрудничают с сатаной. К примеру, да, вот просто к примеру, не привязывайтесь. Они не понимают, что у него-то не одна апостась. И так у каждого ангела, демона, у каждой энергии. Одна и та же энергия, которая существует на планете Земля, допустим, одна из самых древнейших. Один человек с ней сотрудничает и видит, допустим, в одном образе, а второй человек видит его в другом, понимаете? Потому что каждый воспринимает ее по-своему. И вот я вам сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, есть древняя энергия. Я сейчас не о Люцифере, сатане и тому подобное. Нет, есть кое-что древнее этого всего. И вот один человек видит эту энергию, знаете, как, допустим, воина, который с топором, и если ты выполнишь неверное, допустим, неверный выбор, да, или там не по кодексу, либо еще что-то, либо струсишь, не возьмешь свой дар, он сразу рубанет, просто рубанет тебя, то есть страх. А другой человек эту же энергию видит в виде дерева разговаривающего. То есть первый человек воспринимает эту силу как, ага, надо подмазаться, надо задобрить, я эту силу, боюсь, она жесткая, и в таком вот дальше, да, контексте. А второй человек просто видит в ней, знаете что? То, что она опоясывает всю землю. Понимаете? Вот вам и разница между двумя людьми, психотипами и стремлениями. Опять же таки, это все вот индивидуально. И почему вот многие практики пытаются стянуть с другого, да, забрать. Но это, я считаю, бред сивой кобылы. Возможно, у тебя эта энергия уже есть. Она просто стоит и не раскрыта. Вот она ждала этот момент и смотрела, что ты будешь делать. Это во-первых. Во-вторых, у тебя она проявится абсолютно по-другому. В общем, здесь много можно разглагольствовать на эту тематику. Я надеюсь, вы поняли смысл. Пытаться поработить одну из таких сил – это глупо, это невежественно. По меньшей мере. Так, 3 варианта в честь праздника нашего сегодняшнего Мабона. Посмотрим, что недоброжелателям. Знаю, что тема для всех такая прям актуальная. Вот. Сейчас я почитаю, потому что я не читала, ребят. Так, Илаха, я помню ваш первый комментарий, который вы стерли. У меня замечательнейшая память. Со своими нравоучениями вы покидаете наше сообщество. Даже не дочитываю дальше. Я просто ждала, когда спалят и этот аккаунт. Вот и все. Так, а теперь, девочки, удалилась вот эта вся херня. Прошу прощения за мой французский. Светлана, их коробит. Д'Артаньянов и Лах вот этих вот. Пусть коробятся дальше. Им больше ничего не остается. Вы же сами понимаете, насколько нужно быть несчастным человеком внутри, чтобы вот, на это тратить свое время.
Ой, ребят, не дочитала все сообщения, там буквально от этого Илахи насчет того, что мы не в Мидгарде, и я заблочила. Поэтому все такие умные. Ты, прежде чем вот здесь что-то выписывать, давай-ка, дабы на равных, да, ну, по кодексу. Во-первых, свои данные, имя, фамилию мои тебе известны. Покажи свой канал на Ютубе. Или чем ты там занимаешься. Покажи результаты своей работы. А то понаписывают тупые ники, и они такие умные в сети сидеть. А посмотришь вас, ребята, на астрале, так вы гроша ломаного не стоите. Так, ребята, 3 варианта. Можете загадать, не обязательно, там, если вы первый вариант брали. Сейчас вот куда кого тянет, да, у кого на что интуиция работает. Выбирайте, определяйтесь. Пришло какое-то чудесное чудо. Подучилась. Всего знать нереально. Если так разобраться. Каждый видит все индивидуально, но смысл от этого не меняется. Итак, подарки Мабона для наших недоброжелателей, ребят. Скорее всего, что так я и назову этот ролик. 1, 2, 3. Поехали. Первый вариант. По первому варианту человеку прилетит, будут воздействия на его семью за то, что подглядывал, подсматривал за другими семьями, лез в чужие отношения, пытался их разрушить. Здесь магическое влияние более сильных магов. Башня выпадает. Выпала башня. Все. Башня, 7 мечей и влюбленные. Без комментариев. Я думаю, без комментариев. Те, кто из них разрушали семьи, лезли туда. Вот, собственно, лишитесь того же. Да и все. Но этому человеку еще будут предупреждения. На распутье его будут ставить. Защиты сняты с недоброжелателя. Об этом он будет знать. На него переклады посыплются. Здесь знаете, что хочется мне сказать? За ним наблюдает мир мертвых и темных. Темные через мертвых будут выходить. Здесь вот такое ощущение, что человек еще кому-то что-то делал. Ему это заказывали. И вот к нему выйдут души тех, кто пострадал. То есть, если человек умер от воздействия, соответственно, либо же кто-то из рода этого человека. И здесь вот вся эта белиберда будет на голову человеку сыпаться. Будет дальше непотребность вот эту языком своим молотить, то, что он делает. Ну, добрый вечер. Здесь привороты на его защиты, на его благополучие. Здесь вот это все будет сниматься. Ангелов-хранителей нет, защит нет, поддержки нет. Обереги обнулены, сила слова не работает, фамильяров, духов-помощников нет, договора расторгаются с вот этим вот персонажем, с кем он бы там ни работал. Ну, так тому и быть.
Колода только подтверждает, плюс здесь у человека по тузу Пентаклей здесь все блага будут отняты. Физические, материальные, социальные, духовные, магические, психологические. То есть здесь явно с психикой будет очень плохо по итогу. Здесь будут разрушать то, что было до этого момента, чтобы человек смог выстроить новое. Что это будет новое, это уже будут решать в зависимости от того, сколько человек этот гадил другим. То есть каждому свое, да? Здесь, если этот маг-практик думает, что он работает на могилах вот с тем-то и с тем-то, когда приходит, вот хрен он угадал. Здесь, кого он вызывает, просто вот так отходят в стороны, потому что выходит сила более древняя, мудрая, сильная, нежели те, кого он вызывает. И эти ничего не могут поделать. И вот эта сила и будет определять его дальнейшую судьбу, и закрывается это 4 кубков. Жизнь в серых красках. Ну, да свершится это для них, чтоб неповадно было. Здесь, кроме семьи, ребята, еще ваши доходы. Очень хорошо кто-то считал, сколько вы зарабатываете, на что тратите, а что у вас есть, а чего нет у них. Татьяна, я вам скажу по секрету, на планете Земля очень малое количество людей, которые психологически здоровы. Второй вариант. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Здесь по справедливости от христианского эгрегора, те, которые Абаре приходили в гости, да, в храмы. Тут неупокоенные несут справедливость. Дальше даже можно не раскладывать. Здесь вот это вот чернокнижие непотребное, бескодексное. Так что добрый день, я ваш северный олень, хочется мне сказать. Пускай встречает... Дьявол, карта дьявола. Ну, я же сказала, ребят. Ох, он и веселиться будет с вашим недоброжелателем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будет трепать человека. Здесь знаете, как мне... Блин, ну не поверите. Короче, песня такая. Забыла название. По-моему, Чайфы поют. Этот поезд в огне. И нам не на что больше... жать, по-моему, этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Давно не слушала их. Вот примерно у этих товарищей происходит данная картина мира. Здесь были договора по 15-му. Но, понимаете, здесь 15-е еще будет измываться. И изысканно измываться. На человека будут нападения идти, и это по справедливости. Ну попробуй же им докажи, что это по справедливости. Вы же представляете, какой там загон начнется. Так, что еще? Предки, духи рода, погост. Ой, еще карты прям вот так. Вот эту я хотела. О, здравствуй, пророк и лжец. 2 карты пророк и лжец выпадает. Проситься будет на кладбищах, на погостах. О, вот, понимаете, не просто так я про оленей-то и вспомнила, ребятки. Ах ты ж сука. Ах ты ж сука. Короче, сейчас я уточню. Здесь человек поймет, что у него полыхают станицы по полной программе. Он будет вызывать темных магов, практиков из своих предков. Поняли, да, до кого там он докопается, достучится. И вместе с ними он будет в жертву отдавать... Девочки, мне не идет душа ребенка, мне идет ребенок. Слово ребенок.
до 6 лет. Для того, чтобы спасти свою шкуру. Сейчас буду уточнять. И этот человек видит вас через 3 королевы. Королева кубков, королева жезлов, королева пентаклей. Бывшая жена, ведьма, любили его, не любили. Здесь желание подселить вам идею какую-то в голову. Вы связаны с его родом, этого человека. Вы человек, который несет свет. Вы знаете, куда вам идти, что вам делать. Вы победили свои некие страхи. Вы прорабатываете себя, давайте так, если просто. Любящая, интуитивная, целеустремленная, ведающая, мать, жена, женщина, которая несет свет. Если мужчина смотрит, тут надо смотреть отдельно по мужчине. Я не скажу, что это вы. Для мужчин, возможно, вы от такой женщины отказались несколько лет назад. Возможно. Но не факт. Там нужно смотреть. Мне больше идет вот для девочек сейчас поток. Так, и хорошо, и что? Обмен. Обмен. Для своей победы. И здесь выходит 4-я королева. Представляете? Вы 4 королевы в себе сочетаете. 4-я королева мечей. Та, которая... Что вижу, то и говорю. Если ты говно, ты непременно от меня об этом услышишь. Напрямую. Я тебе в зубы улыбаться, как дареному коню, не стану. Вот кто вы. Человек с прошлым с вашим связан. В свое время он думал, что у него есть ключи от всех дверей. Он хочет подобрать ключ к решению проблемы, будет хотеть подобрать этот ключ к решению проблемы своей кармической завязки, о которой я уже сказала, что его ждет. И вот императрица из этой же колоды выпала. Ох. А здесь так. Кто сидит на жопе ровно из области «я посижу в жертве»? Влияние на ребенка. Для кого это будет актуально? Я не знаю, чего ребенка этот человек будет вкидывать в обмен. Но его влияние на ребенка будут допущены определенными силами до такой степени, чтобы проснулась вот эта женщина. Чем глубже вы сидите в бездеятельности, тем жестче будет подзатыльник. Просыпайтесь. Ужас? Нет, это не ужас. Ну так прекратите бояться и начните что-то делать. Опять же таки, ребята, кто с тонкой душевной организацией, не травмируйте себя. Много чего можно делать. Значит, пришла вам пора проснуться, и таким образом вы будете просыпаться. Я не вижу, мне не показывают, и я не смотрю глобальность этого всего. Я вижу, что вы будете прорабатывать себя ментально и должны прорабатывать, убирать самоограничения, научиться отстаивать свои границы. И да, пахать вы будете тяженько, ребята. Но, я вам хочу сказать так. Боритесь и поборите.
Вот такие ситуации допускаются в том случае, когда вы либо не хотите замечать того безобразия, которое творят в вашу сторону, и уже это долго длится, либо же воздействие вот такого громадного, вот понимаете, здесь пласт воздействий. Здесь не там кто-то залетный, знаете, еще одна песня идет мне в голову. Меня заказали. Машина времени, да, по-моему? Да, машина времени. Здесь не этот вариант. Здесь пласт работ в вашу сторону был произведен. И вам пора проснуться. Да, это то, что я сказала, это жесть. Но я не могу вам сказать, что у вас будет все заебически прекрасно, ребят. Здесь вы еще будете... Да, этот человек получит по полной. Не сомневайтесь. Этого человека прогнут по всем статьям. И прогнут многие энергии. Но лично вы должны для себя понимать, да? Да, вы сочетаете в себе 4 королевы и императрицу. Я вас поздравляю. Девочки, давайте-ка вы начнете соответствовать этому. Да, уже. Блядство. Вариант такой, конечно. Вам пора начинать замечать реальность этого мира. По второму варианту. Вот знаете, есть люди живут и такие: ой, да мой ребенок просто приболел, ой, да просто, до 90, блядь. Не бывает с детьми ничего просто так. Никогда. Тем более до 3 лет. До 3 лет дети не должны болеть. Любые болезни у детей до 3 лет – это воздействие ныне живущих родственников. Это результаты их поступков и их деяний. Поехали, 3-й вариант. По 3-му варианту вашего недоброжелателя будут вертеть на карусели лицемерия. Если так, мягко выражаясь. Кидать будет из стороны в сторону. О, здесь, ребята. По 3-му варианту здесь жесткая НЛПшечка на вашего недоброжелателя. Здесь такой манипулятор попадется, и не один. Знаете, вот мне идет вот картинка такая. Допустим, вашему недоброжелателю там кто-то сказал: а вот я там желтую курточку купил. Там проходит какое-то время, этот ваш недоброжелатель подходит и говорит: слушай, где ты там покупал желтую курточку, да, там, я бы себе хотел взять. Опять же таки, как пример, с башки просто идет. А этот человек ему говорит: какая, блядь, желтая курточка, мол, я такого не говорил и такого не было, ты что, больной? И все, этот человек уходит и такой думает: блядь, может, я реально больной? То есть и вот это везде вокруг него вот это будет роиться. Он сам не будет помнить, кто что ему сказал, с какой целью. Фортуна отвернется от человека. Здесь справедливости этот человек больше ни от кого нигде не добьется. Никакие там инстанции любого характера, ни от людей. Здесь все люди будут вашего недоброжелателя обманывать. Глупые вот эти вот обещания, глупые предложения, глупейшие какие-то, понимаете, фразы. Я не знаю, как это еще назвать. Вот такое впечатление, что вокруг этого человека как будто все внегласно сговариваются и доводят его до сумасшествия. Человек здесь, кстати, сбухиваться начнет на этой почве.
То есть я не знаю, как это объяснить. Ой. То есть ты вроде как что-то запланировал, идешь дальше, хоп, у тебя обрыв. Только выкарабкался, вот вроде бы, вот уже ж, вот, вижу, куда идти, вот вроде все на месте. Хренак опять обрыв. Снова, еще раз, который раз, следующий. Пошел с теми, попробовал посотрудничать, либо договориться, неважно на какую тему. Херак опять обрыв. И у человека из-за вот этой болтанки, понимаете, здесь он резко себя, вот что-то как-то себе напридумал, намечтал, вроде как бы пошли зачатки, что да, вот, и сразу же просто провал. Из-за вот этих болтанок, резких перепадов у него начнет ехать крыша. Он не будет знать вообще, куда ему идти, для чего ему идти, с какой целью, какого хрена происходит. Что вообще такого происходит? Что это творится? Короче, лицемерие, понимаете? Лицемерие вокруг да около. Это расплата. Его ожидает расплата. Он чьи-то дары судьбы забирал через подлость. Ой, здесь человек как будто, знаете, вечно давил на жалость и у всех что-то довыпрашивал. Неважно, о ком я что расскажу, главное, чтобы меня пожалели. Люди же тупенькие, они же любят сострадать. Мол, я посострадаю, помогу. То есть, знаете как, он психологически манипулировал другими людьми. Здесь может быть подстава за подставой, подстава за подставой у человека. Здесь какие-то доносы на него. Из-за его надменности его просто вот, ну, разотрут. Здесь, знаете, почему разотрут? Знаете, почему с психикой такая фиготня будет твориться? Потому что человек привык, что ему легонько все достается. И у меня здесь идет такое ощущение, что его просто кто-то расколол. Расколол и рассказал об этом другим. Только, знаете, втихую, не в открытую. О, там, я знаю, что ты подонок. Ты знаете, такое впечатление, когда прокурор обзванивает свою вот эту всю паутину, говорит: слушай, знаешь такого, да, вот этого, ага, вот это, вот у него вот там, допустим, да, там дело, вот там, тут, там вот это. Ребят, ну вы поняли, да, смысл? Опять же таки, как пример я вам рассказываю. И получается, что очень большая сеть людей, среди которых вращался этот лицемер, вот он появляется где-то, и у них такой: опа, а мы знаем, кто ты. Вот как-то так. Если же здесь практик, то, ребята, его начнут видеть истинную личину другие люди. Прям как ощущать, чувствовать, понимаете ее? Все этому человеку будут просто бить по его самолюбию. Здесь прям мне идет фраза, как мужчина, вот этот недоброжелатель тоже почему-то под мужскими энергиями идет. Вот мужчина говорит вот этому вашему недоброжелателю, кого бы вы ни загадали на этот вариант: да ты ничего не стоишь, ты из себя ни черта не представляешь. Вот понимаете, там очень надменный товарищ. Возможно, он вел себя так в прошлом по отношению к вам. Вот так же распространял сплетни о вас. Дин-дон. Вот и бумеранг у нас в гостях. Возможно, он как-то проработал себя, и теперь такой он в недоумении. Допустим, он убрал свою надменность, и тут все люди такие: да ты надменный.
И он такой, блядь, я не надменный. А они, нет, ты надменный. Он, нет, я не такой. И понимаете, в башке вообще взрыв колоссальный, короче. И его люди видят не таким, каким он есть на самом деле. У этого человека были определенные знакомства, знакомые, нужные, удобные, даже в правоохранительных органах, как вариант. При власти, давайте так скажу. Этот человек с помощью этих знакомств мог обходить некоторые схемы, декларации и трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Думаю, вы поняли. Некоторые системы обходить. Либо же обращался к практикам, то есть, понимаете. Здесь у человека было такое положение, когда он как будто бы предвидел заранее, кто к нему с чем, для чего, понимаете, с какой целью подкатит. Возможно, интуиция была. Вот этого всего больше нет. Здесь снимаются маски. Здесь человек может попасть в треугольники. Ножи в спину, клевета, подставы. С него снимают маски. И параллельно с этим, возможно, здесь у человека были иллюзии по поводу своего партнера. Он там решил, что он как бы в счастливых отношениях. Там предают за спиной. Здесь предательство не только от партнеров по бизнесу. Здесь и любятина, и дружба, и все остальное. Вот, понимаете, здесь, как я сказала, здесь срываются маски с этого человека. Вот такой сюрприз от Мабона их ожидает. Фух. Сейчас почитаю ваши комментарии. Подпишитесь, пожалуйста, ребят, у кого что как проигрывается. Особенно по вот этим 3 вариантам, что я сейчас смотрела. Да, расклад праздничный, действительно. Девочки, дети всегда отвечают и будут отвечать за поступки своих родителей, своего рода, своих бабушек и их деяний, и прабабушек. Так было, есть и будет до тех пор, пока мы не научимся ценить новую жизнь. Понимаете? Это хорошо, что мы это осознаем. Вы, я, допустим, да. Ну, а коль другим, ну, смотрите, пожалуйста, реально на вещи. Страшно, да, я не спорю, страшно. И я бывала в таких ситуациях, да, мать твою, и падали шторы, и было, это мягко сказать, страшно. Но если взять себя в руки, сразу задаешься вопросом. Так, у меня не проблема, передо мной задача, мне ее надо решить. Все. И понеслась. Обращайтесь к предкам, духам вашего рода. Что вы будете делать, каждый из вас? Для тех, кого актуальны вот эти нападки на детей. Да, я буду об этом говорить. Да, это ни хрена не легкая тема даже для меня. Вы думаете, мне об этом легко говорить? Нет, ни хрена не легко. Я понимаю, что я несу ответственность за то, что, с чем вы пойдете. Понимаете, после расклада. Но, ребята, я вас прошу, снимайте розовые очки. Не думайте, что если вы так никогда не поступите, то другие этим сделают так же. Поэтому я не вникала в подробности, видела мельком тему насчет Тюмени, что-то с девочкой там. Вот вам, пожалуйста, реалии. Не знаю вообще, даже не смотрела, просто так косвенно поняла, что какая-то белиберда случилась. Нехорошего характера с ребенком. Поэтому, ребят,
Страшно, не страшно, берем и уходим от этого. Решаем как-то это все, ищем, где проблема, и устраняем. Только без паники, да? А спокойно, тихо, мирно, все вот успокоившись, и решаете по мере поступления. Поверьте мне, в таком состоянии вам придут и подсказки, и помощь. Здесь кто-то от безысходки уже просто... Ребят, здесь для кого-то, знаете, что будет актуально? По вот этим вот картам здесь все хорошо, я хочу сказать. Здесь по Таро Веретника отомщение. Здесь у вас переход в вашу энергию, в счастье, в исполнение мечт. А вот по этой колоде здесь кто-то в таком плачевном состоянии, возможно, женщина тоже, да, ведающая. Ну, не факт, здесь и тайна может быть какая-то. Знаете, вот нападает на вас уже в таком отчаянии и прекрасно знает, что если работа не ляжет на вас, ей кирдык. Но она нападает. Авось. И вот боится, что все, это будет последнее, что она сделает в своем воплощении, но нападает. Хочется такой же связи с родом, как у вас. Ох. Да, Оксана, каждому по делам его. По вере вашей да воздастся вам. Ну, это я цитирую, но смысл от этого не меняется. А знаете, почему по вере? Потому что вера-то у нас не всегда религиозная, а религия не всегда верует. Вера у каждого своя. Так вот, по ней и воздаваться будет. Светлана, несправедливости не существует. Наталья, с чего вы взяли, что я болею? Светлана, я еще раз повторюсь лично для вас. Панику уберите. И вот эти вот причитания, как так можно. Задайтесь вопросом, почему вы в кругу таких людей стали находиться. 80% из 100. Все, что с нами происходит, это наши заслуги. 20 это порчи, проклятия, демоны, лярвы, бесы, суккубы, инкубы, враги, недоброжелатели, кармические отработки и тому подобное. Итак, ребята, на этом я буду завершать. Уж не обессудьте. Я не ванильностью от меня не дождешься, когда реально человека надо встряхнуть, блядь, под затыльником. Надо башкой ударить чуть о стену, блядь, чтоб проснулся. Я лучше это сделаю. То есть, чтоб, человек очнулся. Нравится. Никому это, мать вашу, и мою не нравится. Мне тоже это не нравилось, когда я получала такие подзатыльники. Но знаете, именно они меня выводили из вот очень интересных вещей. Всем во благо, ребят. Не обессудьте, как говорится, но я повторюсь, ванильности от меня ждать не надо. Я как-то к этому не очень предрасположена, если честно. Мои энергии не об этом.
И в такой ситуации по второму варианту, где я видела, что человек начинает это все в планы, как бы, ну, вкидывать сейчас в своей башке, вот, то какая там может нахрен быть ванильность и размышления о том, что они Бога не боятся? Да не боятся они, поверьте мне, не боятся до тех пор, пока не сдохнут, они его не боятся. И когда сдохли, еще не факт, что начнут бояться. И что понимать. Так что всем во благо. Всех с праздником. Фух, который у нас еще будет длиться до 29-го по энергиям. Что-то мы еще подвскроем за эти дни. Но сегодня, конечно, жесткач. И, кстати, по поводу деток, что я вам хочу сказать. Все-таки все равно как-то это волнует меня. Я не видела, чтобы что-то было глобальное. Мне показали смысл, для чего вам это дано будет. А степень воздействия будут определять в зависимости от того, кто что делает. Сейчас объясню. Если человек живет в розовых очках и не замечает, как пример, снова как пример, не надо эти примеры, кстати, пытаться подвязать под меня. Потому что я знаю, есть такие людишки, вот именно вот это слово, которые, прочитав какой-то там мой смешной пост, который я просто лайкнула, ну вот просто поржать, они начинают в нем искать смысл бытия, моих каких-то жизненных позиций и тому подобное. Это немножечко, ну, глуповато. Так вот, допустим, вы сидите в розовых очках лет 15 рядом с мужчиной, который, извините, трахает все, что движется. А вы, ну, не хотите этого замечать. Вот тут будет жесть. Поняли, да? Если же вы практик, вы поднимаете свои вибрации, вы не допускаете вот этой ереси в свое пространство, где вас не ценят, не уважают, ну и так далее и тому подобное, ребят. То есть здраво подходите ко всему, то естественно вам будет просто намек об этом. Для тех, кто уже высоко находится, все эти попытки воздействия на вашего ребенка просто-напросто отзеркалятся и, естественно, пойдут на этого недоброжелателя жесткачом, а вашего на новый уровень выкинут высшие силы. Все зависит от того, кто в каком положении находится. Так что как-то вот так. Всем осознанным добра этого мира. До новых встреч и пока-пока.